Привет капсулерам и остальным соболезную. В этом ролике я разберу фракции и классы кораблей в мобильной Еве. В первую очередь отвечу на вопрос самых новичков. Какую же фракцию выбрать при создании аккаунта? Амары, Калдары, Галенты или Матары? Ответ – без разницы. Выбирайте ту фракцию, которая вам нравится больше. Это ни на что не влияет, кроме базового корабля и базовой станции игрока. У каждой фракции базовые корабли отличаются только визуально, а базовую станцию можно просто сменить сразу же, как только вас перестанут водить за ручку после обучения. Итак, теперь фракции. Начнем с базовых фракций. Самаров. В первую очередь это корабли, которые стреляют лазерами, на броне и средней мобильности. У них довольно много энергии накопителя и реактора. Если вам не нравится броня, то в большинстве случаев ее можно заменить щитами. Матары. Быстрые корабли, которые танкуют щитами, стреляют пушками и ракетами. У них маловато энергии, накопителя и реактор не очень большой. Галенты. Они стреляют рельсами, дронами, танкуют броней. У них такое среднее количество накопителя и реактора. Тоже такие, не самые быстрые. Калдары. Они вообще самые медленные, стреляют рельсами и ракетами, танкуют щитами. Такое средненькое количество накопителя и реактор. Помимо базовых 4 фракций, в мобильной Еве есть дополнительные 10. Начнем с Интербас. Это грузовики для заданий по доставке грузов. Обычные грузы, то есть вроде кораблей, руды, минералов, доставляются другими грузовиками от обычных фракций. Легион Морду. Это самые крутые ракетчики в новом модеме. И при этом у них хороший бонус на генераторы варп-глушителей и варп-подавителей. То есть они хорошо накидывают варп-помехи. Соя. Это, одним словом, это исследователи. Стреляют дронами, танкуют броней. Отличные сканерщики, но очень дорогие. Как, кстати, и Легион Мордо. Но и в обоих фракциях их объединяет то, что по сути имеет смысл покупать только фрегата. То есть Гармур отличный PvP корабль, дороговат. Астера отличный вообще и сканерщик, фармер, за счет скана может фармить. И в PvP на самом деле тоже довольно неплох. Я его периодически использую. Янг Джунги. Это уникальная фракция для мобильной Евы. В целом перки кораблей неплохие, но, к сожалению, всем игрокам доступны только прототипы. Прототипы отличаются общей своей убогостью, поэтому эту фракцию лучше не рассматривать. Также они стреляют уникальным оружием редукторы, которые тоже лучше не прокачивать, потому что они довольно бесполезны на данный момент. Потом разработчики заявляли, что они что-то с этим сделают, но заявляли они уже так давно и ничего не сделали. Оре. Это фракция копателей. Копают, добывают. Если вы любите копать, это тут все, что вам нужно. Начиная от копательных фрегатов Вентуры, заканчивая капитальными рорками, у которого бонусов просто задолбаешься мотать. Союз Блудрайдер. Корабли очень похожи на Амаров, также танкуют броней, стреляют лазерами, но у них есть две уникальных особенности. У них есть вот этот штраф перегрузки энергопоглощения минус 100%. Это значит то, что носфами, то есть капососками, в общем модуль с такой батареечкой и капелькой на средние слоты, который выкачивает энергию из противника, он ее может выкачивать не только до уровня вашей энергии, но и вообще до нуля просто. То есть вы можете высасывать врага полностью. Это такие энергетические вампиры этой игры. Они довольно метовые в PvP, в PvE неплохо тоже показывают. Отличная фракция. И корабли при этом не очень дорогие. Ангел Картель. Такие прям
не то что даже среднячок, а выше среднего корабли очень быстро варпают, очень быстро отварпывают, сами по себе довольно быстрые, имеют, я бы сказал, даже разрушительный ДПС на пушках, но такую средненькую танковку. Больше используется в ПВП, в быстрых флотах. То есть, еще у них бонус есть на время активации Damage Control, это чемодан так называемый. В общем, дает больше времени к модулю, который делает вас очень устойчивым ко всем видам урона. Корпорация Serpentis. В общем и целом, эта корпорация похожа на фракцию Галенты. То есть стреляют рельсами, танкуют броней, но при этом корабли довольно быстрые. И у них есть очень интересный бонус. Уменьшение скорости от стадис индуктор, эффективная дальность от стадис индуктор и оптимальная дальность варп-подавитель. То есть у них сетки бьют на 50% дальше. Кстати, у блудов они бьют на 100% дальше. То есть в 2 раза. У этих 1,5. Но у этих еще есть бонус уменьшение скорости от стадис индуктора. По сути, сетки этих кораблей останавливают в 0. И они очень опасны в ПВП против мелких каких-то кораблей. То есть у них даже линкор легко попадет по фрегату. То есть вот индикатор. Он очень опасный против фрегатов, которые залетают ближе 22 километров. То есть такая дальность у него сеток. У болгарки, то есть у блудов, у них дальность сеток будет плюс 100% итоговый, то есть у него будет почти 30 километров, то есть там 29,8, по-моему. Дальность сеток будет, что тоже делает фракцию блудрайдеров очень эффективную в ПВП. Пираты Гуристис. Это танковые дроновозы, которые одновременно стреляют и ракетами, и дронами, то есть у них большая прочность дронов, большой урон от этих дронов, большая дальность этих дронов. Ну и при этом у них очень много урона от ракет идет. Но самих дронов и ракет не очень много. То есть у них урон как бы пополам делится. Корабли не часто используют в ПВП. В основном это ПВЕ машины. Они неплохо танкуют. И часто используются для такого АФК фарма. Они очень медленные еще. Эта фракция. И наконец нация Санша. Это уникальные на самом деле корабли. Они стреляют лазерами и при этом танкуют щитами. На любой из их кораблей можно поставить гвардовский бабл, то есть защитное поле. У них довольно много средних слотов. Ой, нижних, не средних. Средних у них как раз мало. То есть они как бы танки. Найтмар считается лучшим танком в игре. Ну, из не капиталов. В целом нации используются и в ПВП, и в ПВЕ. Но в ПВП у них вот маловато средних слотов, поэтому в соло ПВП не очень хороши. Также у них есть отличный бонус на увеличение скорости от форсажа ускорителя. Они на форсаже летают почти с такой же скоростью, как на МВД, на микроварпе. Но при этом у них нету штрафа к сигнатуре, к потреблению энергии, к общему количеству энергии. В общем, отличные корабли. Если будете брать первый свой фракционник, стоит обратить на эту фракцию внимание свое. Теперь посмотрим на все классы кораблей. Я буду их рассматривать через рынок, потому что тут их очень удобно смотреть по порядку. Начнем с базовых фрегатов. Базовые фрегаты это... Ну, это базовый фрегат, это база вообще. 2 уровня. Второй техуровень требуется. Думаю, нечего не говорить. Просто фрегаты. По сути, здесь... Так. Вот. Все наши фрегаты, которые есть в игре. Без бонусов всяких. То есть вот фракционные фрегаты. Ворм, Драмель, Крюр, Астера, Кермур, Сукуб, ДДХ. То есть Daredevil часто называют ДД. Их бонус я уже про суть перечислил. Перехватчики. Это
фрегаты, которые специализируются на варп-помехах, на такле, то есть у них там бонус к подавителям, варп-глушителям, бонусы к МВД. И эти фрегаты игнорируют заградительные бубли, то есть поля варп-заграждения. Отличное средство передвижения по нулям. Ударные фрегаты, штурмовые, обычно используются для борьбы с перехватчиками. У них есть бонус на живучесть, как бы. То есть плюс 5 секунд активация Damage Control. И бонус к МВД. То есть они, по сути, они просто влетают в лоб к противнику, к фрегату, потому что крейсер они не перестреляют, и убивают. Легкий диверсионный корабль. По сути, это либо грузовики, либо исследователи. У них отличный большой грузовой отсек, как для фрегата. То есть у них грузовой отсек у Т5 фрегатов, как у линкора, по сути, а вот у Т10 намного больше. Плюс их используют для исследований. То есть у них вот есть бонус, эффективность анализатор. У них слотов достаточно много теперь, после апа. Так что на Т10 их используют для дешифрации специальных аномалий. Но обычно это смотрят такие видосы новички, которым далеко до Т10. Бомбардировщики имеют вообще уникальный стиль игры. То есть они оснащаются большими торпедами. Они очень плохо наносят урон по игрокам, но отлично наносят урон по структурам. Но, в принципе, и по игрокам тоже бывает нормально, по каким-то линкорам. Их уникальный бонус в том, что они могут уходить в диверсионную клоку. Ну, это генератор невидимости, в общем. И в ней могут двигаться безо всяких дебафов. Ну, двигатель нельзя включать, но просто на своей скорости вполне себе неплохо едут. И сразу же после того, как они выключат эту невидимость, у них нету задержка ведения от системы маскировки, минус 100%. То есть они могут сразу же начать ложить цель и атаковать ее. То есть, условно, вы сидите, крабите там свою аномальку, а к вам вот эта штука в невидимости подлетает, она варпать может в невидимости. Она подлетает, сразу же выходит из невидимости, хватает вас за жопу и все. К ней прилетает ее друг. А может она и сама вас может убить. В принципе, у нее неплохой урон. По стоячей цели большой. В целом они все очень легко умирают, они очень дешевые, эти бомбардировщики, и поэтому их иногда используют целыми большими авиагруппами. Фрегаты обеспечения. Это логисты, то есть хиллеры, медики, как еще можно назвать. Ну, конкретно эти фрегаты я ни разу не видел, чтобы их использовали по назначению, да и не по назначению их крайне редко используют. То есть они хилят очень слабо. Настолько слабо, что даже фрегатам этого мало. Поэтому можно их пропустить, наверное. Эсминцы. Эсминцы в целом как класс очень непопулярны, используются в основном только заградительные. Но разберем все. Так, просто эсминцы до Т5 уровня доходящие. Ну, это что-то среднее между крейсером и фрегатом. То есть и по скорости, и по урону. По урону даже ближе к фрегату, поэтому их не особо они популярны. Танкуют они не сильно больше фрегата. Заградители. Вот эти вот довольно популярны. Они ставят неподвижный заградительный бубль, который висит какое-то время. У каждого из них там свои бонусы. У кого-то бубль висит дольше, у кого-то он больше сам бубль. У кого-то они чаще ставятся. Ну, в общем, их довольно много используют, особенно в мобильных флотах. И для того, чтобы втаклить КБТ. Лидеры командные, но могут раздавать командные бонусы. В этом их единственный плюс. И все. То есть многорежимный эсминец. Скажу вам так сразу, снайперский режим довольно бесполезный, поэтому... То есть он уменьшает урон, но увеличивает дальность и уменьшает скорость. То есть, ну так себе на самом деле. Тем более для эсминца, который умирает с одной точки. Эсминцы с силовым полем. Еще более бесполезная штука. То есть это эсминец, который должен принимать на себя урон. То есть как какой-то там хранитель. Но какой урон эсминец может принять? У него слотов-то нету. 4 нижних слота там. А линкор в него просто посмотрит в его сторону и он лопнет. Штурмовые эсминцы. Ну, вот Т-10 штурмовые эсминцы в целом используются. То есть у них довольно неплохой урон.
Неплохая скорость, и танковка какая-то есть. То есть они довольно интересные, еще и при этом у них цена не очень большая. Крейсера. Ну, просто базовые крейсера. Ну, крейсер это уверенный такой среднячок. То есть средний урон, средняя танковка, такая довольно неплохая скорость. Новичку самое то. То есть там до Т6 можно вполне себе играть на крейсерах. То есть те же самые Вексеры, там, Маллеры, Омены, эти Стаберы. Вообще, какой вам понравится. Плюс крейсера есть вот вроде Арбитратора. Это как бы рэп корабль, то есть вот он глушит наведение турелей. Ну, плюс здесь фракционные. Гила, Ценобал, Ашимус, Стратиус, Ортус, Фантазм и Виджик. Диверсионный. По сути, это те же самые рэп-крейсера, но при этом на них можно ставить диверсионный генератор невидимости. Ой, у меня упало. Но у них есть задержка после наведения этой невидимости. Также на них можно ставить приводные маяки. Это маяки для того, чтобы на них пропрыгивали капиталы. В целом неплохие корабли для соло ПВП и для группового ПВП тоже такие уверенные ПВП корабли. В ПВЕ они не используются, у них маловато урона, танка маловато. И с энергией у них большие проблемы, по большей части. Заградительные крейсера тяжелые. Это они носят с собой бубль, то есть у эсминцев они когда надевают заградительный бубль и выпускают его, он надувается и горит синим цветом и никуда не двигается. У этих бубль горит оранжевым цветом и двигается вместе с ними. Плюс они довольно затанкованы, эти заградители. То есть там Т8 заградители часто используются для соло ПВП вообще. Но в целом у них урон, я бы сказал, даже у Т10, вот у того же Маллера заградителя, он по статам практически такой же, как Т6 Маллер, только у него слотов больше, средних. И при этом он можно оснастить бортовыми варп-заградителями. Крейсеры с силовым полем. Не сильно полезнее, чем эсминцы, хранители на этот раз, но в целом используются. То есть они хоть что-то уже могут танкануть, плюс логисты могут успеть их подхватить. Используется как такой быстрый мобильный кварт. То есть когда не надо танчить очень много и долго. Снайперские крейсеры отличаются от армейских только тем, что у них есть снайперский режим и на один слот риг больше. То есть у армейских крейсеров 2 боевых риги и 2 инженерных, у этих по 3. Ну и по сути все. Ну еще при этом они стоят, то есть вот условно Оман 90 миллионов, а Оман армейский стоит, где он тут? Вот, 31, то есть в 3 раза он стоит больше. Лично я не вижу смысла в этих армейских. Ой, в армейских-то как раз есть смысл в крейсерах, а вот снайперских особо нет. Крейсер обеспечения. Логисты. Конкретно тут используется по сути скич как учебный корабль для логистов. И иногда экзекуер 2, но это там для наркоманов. Для вас это не должно быть. Не должно представлять интереса. Линейные крейсера. Линейный крейсер общего назначения. Ну, линейный крейсер это что-то вроде переходного этапа между крейсером и линкором. Но конкретно общего назначения это по сути медленный корабль с уроном крейсера. Ну, реально выделяется из них Профиси и, наверное, Хурикейн. То есть Хурикейн отлично убивает мелочь за счет хорошей дальности и при этом у него отличный трекинг на пушках. А Профиси это просто рабочая лошадка. Я знал человека, не знаю сейчас, который, будучи на Т10, фармил на Т7 Профиси, потому что она ему очень нравилась. То есть довольно универсальный корабль, она может в ПВЕ вытворять довольно... Она практически все что угодно может фармить, просто что-то дольше, что-то быстрее. И в ПВП за счет скорости дронов
у него бонус к скорости полета дронов есть, она неплохо проявляет себя как антимелочь. То есть она очень быстро убивает там фрегатиков всяких. Быстроходные линейные крейсера. Один из моих любимых классов кораблей. Они очень быстрые, реально быстрые, то есть на них можно поставить ларжовый МВД. Они быстро варпают. По сути, это крейсер едет на ларжовом МВД даже быстрее, чем крейсер, но при этом имеет урон линкора, а иногда даже больше. То есть, ну, в общем, отличный корабль. Рекомендую любые из них. То есть там Нага это что-то среднее, Торнадо это больше в дальность, Оракл это отличный оптимал, но максимальная дальность довольно низкая. Скорость у нее тоже низкая, у Торнадки очень большая скорость. Талос это больше про ближний бой. Корабль управления. Командные корабли, но в целом используются в основном на КТА. В соло редко используются. Но корабли хорошие. Линейный крейсер боевого обеспечения. Логисты. Вот они используются по полной. Особенно Фурик и, по-моему, Харбиндер. Ну, это самые лучшие логисты, в принципе, у нас. Отлично хилит, довольно небольшая цена, хорошая скорость. И какой-то там танк есть у них. Хранители крейсера. Кроме Найтмара, это лучшие хранители. То есть там Циклон, Дрейк, в целом там Харбиндер. Они имеют большое количество нижних слотов, отличные защитные бонусы. Там, Хурик у меня тоже хранитель есть. Используется на КТА теми, у кого нет Найтмара или нужно что-то быстрее, чем Найтмар. Катера. Ну, бесполезный наградной тип кораблей. Отличие от капсулы только в том, что у нее скорость варпа чуть быстрее, и у него есть какой-никакой грузовой отсек 10 метров. То есть, если вас убили на аномалии, и вы не можете себя залутать, вы можете там условно по одному предмету забирать этими 10 метрами. Можешь забирать из своего врека предмет. Промышленные корабли. Вот этими транспортными кораблями перевозятся нормальные грузы. То есть Тайра Бадгер 2 перевозит корабли в приоритете. Вриз Мамонт и Вриз 2 перевозят у них руду, они перевозят, объем отсека для руды огромный. Бестовер, Сигил и Сигил 2 перевозят структуры. Крюс, Нериус и Нериус 2 перевозят минералы, по-моему. Да, вот огромнейший отсек под минералы. Вот эти вот фракционные из Интербаса, они нужны для миссий на грузоперевозке. То есть у них особый грузовой отсек для доставляемых грузов. Ноктис это корабль, как бы лутатель. Он очень быстро лутает в реке. То есть вы убивали корабли. У него есть вот модули автодемотажа, бонусы на него. Но сами по себе модули очень дорогие. Корабль не для новичков, а скорее для тех, кто хочет показать, какой он богатый. Потому что проще лутать руками. Вентуры, ну как бы буровые фрегаты. Буровые баржи это буровые, скорее, линейные крейсеры. Орка, буровой линкор. Так, собственно, к линкорам подошли. Ну, в целом линкор это медленный класс кораблей, которые танкуют и наносят по большей части довольно большой урон. Ну, у каждого из них бонусы, он как бы максимально олицетворяет свою фракцию. То есть там темпесты, они быстрые, там, не знаю, Абадон там с Апоком дальнобойные и так далее. То есть там, не знаю, Найтмар вот самый лучший танк, ну как, самый живучий скорее, потому что это единственный линкор, на который можно повесить защитный бубль. Также существуют осадные линкоры. Это
линкоры, у которых есть режим, в котором они наносят намного больше урона, но при этом хуже попадают. И не могут двигаться. Ну, практически не могут. В целом, используются в основном в крафте, но и в PvP тоже довольно прилично используются. КБТ. Ну, фрейтеры это КБТ грузовики. Не имеют никаких слотов, кроме слотов под риги. Поднимают громадное количество грузов. Дредноуты. Ну, что такое дредноут? Это вообще такой урон, что можно даже линкора ваншотнуть. Вообще еле двигаются, сами танкуют просто бешеное количество урона. Стоит гигантских денег. Кары примерно то же самое, но дроновозы. Танкуют довольно слабо на самом деле. То есть, если условно, чтобы убить линкор нужно 50, чтобы убить дредноут нужно 50 линкоров, а чтобы убить кару нужно 5. Даже меньше хватит. Но сама по себе кара наносит больше ДПСа и на расстоянии до 500 километров. Дредноуты такое себе позволить не могут. Рорка это лопата капитальная, стоит просто бешеных денег. По сути, в полном фите она стоит, наверное, как 4-5 дредноутов или кар. Как по мне, не имеет смысла на данный момент. Но многие ее берут как просто апофеоз копания. Так, мы разобрали фракции, разобрали все типы кораблей. Вы очень круто, если досмотрели до конца довольно длинный ролик. И будет еще круче, если поставите лайк, там подписку, и выразите, может быть, свои пожелания к следующим роликам. Но я думаю, следующее видео будет про разницу танкования щитов и брони. Так что скоро встретимся. До свидания.